Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим праздничное меню на день рождения. Готовлю сразу 10 блюд. В меню представлены 2 аппетитных салата, закусочный рулет с мясом, 2 легкие закуски с овощами, закусочные кабачки с соусом, красивые бутерброды со шпротами и ароматная скумбрия с помидорами. На горячее очень вкусные мясные шашлычки и красивый торт с ягодами. Все блюда очень вкусные. Сначала приготовим блюда, которые дольше всего готовятся. Это торт, скумбрия и сырный рулет. Их можно приготовить за день до торжества. Первым приготовим торт лета. Этот рецепт торта пригодится каждой хозяйке. Он очень простой, даже элементарный в приготовлении. Сочный, мягкий и просто замечательный. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала испечем сметанный бисквит для торта. В миску разбиваем 3 яйца. Начинаем взбивать и постепенно насыпаем 200 грамм сахара. Взбиваем хорошо, яйца должны увеличиться в объеме и раствориться весь сахар. Берем 250 мл сметаны и насыпаем в нее 1 чайную ложку соды без горки. Хорошо перемешиваем. Должна пойти реакция. Сметана станет воздушной и увеличится в объеме. Сметану можно использовать 15% жирности. Подготовленную сметану сразу же выливаем во взбитые яйца. Все перемешиваем. В эту массу насыпаем 240 грамм муки и опять перемешиваем. Тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 35-45 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой. Бисквит испекся, оставляем его остывать. У остывшего бисквита срезаем вверх. Ножом аккуратно вырезаем всю серединку бисквита. Края и дно оставляем. Бисквит ломаем на части и кладем в чашу измельчителя. Все измельчаем в крошку. Также бисквит можно покрошить руками. Готовим крем. В миску наливаем 600 мл сметаны. Насыпаем 150 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все взбиваем миксером до однородности. Желательно использовать сметану жирностью 20-25%. Сюда же в крем добавляем загуститель для сметаны или сливок. Опять все взбиваем. Количество загустителя берите столько, сколько указано на упаковке. Я добавила 1,5 пачки загустителя, каждая из которых рассчитана на 400 мл сметаны. Если загустителя нет, то можно добавить примерно 150 грамм лимонного сока, он тоже загустит сметану. Такой крем я использовала в торте без выпечки, ссылку я оставлю в описании под видео. Примерно 3-4 столовых ложки сметанного крема откладываем в отдельную мисочку, он пригодится позже. В остальной крем насыпаем подготовленную бисквитную крошку. Все хорошо перемешиваем. В эту же массу добавляем 150 грамм красной смородины и 150 грамм черники. Аккуратно и недолго перемешиваем крем. Приготовленную массу выкладываем в бисквитную основу. Формируем красивую горочку. Сверху горку обмазываем оставленным сметанным кремом. Торт сверху украшаем ягодами черники и красной смородины. По желанию торт еще можно украсить листиками мяты. Торт готов. Торт лета получился очень вкусным, мягким и сочным. Горка из ягод так и манит к себе, не позволяя отвести взгляд. Готовится такой торт достаточно быстро и очень просто. Вместо черники и красной смородины можно использовать любые другие ягоды. Обязательно приготовьте такой торт, порадуйте своих родных и близких. Второй приготовим скумбрию с помидорами и луком, запеченную в духовке. Готовится она очень просто и получается вкусной, ароматной и красивой. Такое блюдо смело можно подавать на праздничный стол.
Сначала подготовим все ингредиенты. 3-4 луковицы небольшого размера нарезаем кружочками толщиной около 5 мм. 4-5 помидоров тоже нарезаем кружочками. Помидоры и лук желательно использовать среднего размера, чтобы получившиеся кружочки были приблизительно такого же размера, как и скумбрия. 2 свежемороженые скумбрии размораживаем, очищаем от внутренностей и удаляем голову. Рыбу перчим со всех сторон черным молотым перцем и солим. Приправы растираем руками. Скумбрию разрезаем на порционные кусочки. Форму, в которой будем запекать рыбу, немного смазываем растительным маслом. Выкладываем кусочки скумбрии по кругу. Хвостики кладем в середину. Между каждым кусочком рыбы кладем кружочек подготовленного лука. Точно так же рядом с луком выкладываем по кружочку помидора. Также на моем канале есть и другие рецепты из скумбрии. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Оставшиеся овощи кладем в середину к хвостикам. Сверху все смазываем майонезом. Понадобится примерно 50 грамм майонеза. Вместо майонеза можно использовать растительное масло. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 35 минут. Готовую рыбу достаем из духовки и даем ей немного остыть. По краю формы проходимся ножом, чтобы отделить скумбрию от формы. Накрываем форму с рыбой тарелкой и переворачиваем. Аккуратно снимаем форму для выпечки. Рыбу накрываем блюдом, на котором будем подавать ее на стол, и опять переворачиваем. Если при запекании скумбрии есть жидкость, то перед переворачиванием ее нужно вылить из формы. Блюдо готово, можно подавать на стол. Запеченная скумбрия с овощами получилась очень вкусной, сытной и ароматной. Особенный вкус блюду придают запеченные овощи. На столе она смотрится красиво и празднично. Такую рыбку можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Третьим приготовим сырный рулет с мясом. Такой рулет получается очень вкусный, сытный и красивый. Он отлично будет смотреться в мясной нарезке. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сперва приготовим сырный омлет. 350 грамм сыра трем на крупной терке. В миску разбиваем 5 яиц. Добавляем 250 грамм майонеза. Все перемешиваем венчиком до однородности. Сюда же в миску добавляем тертый сыр. Опять все перемешиваем. Получившуюся массу выкладываем в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой. Размер моей формы 32 на 36 см. Омлет ставим в разогретую духовку до 200 градусов. Выпекаем примерно 20 минут. Пока печется омлет, приготовим мясную начинку. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. В миску кладем полкилограмма фарша. Добавляем нарезанный лук. Солим и перчим по вкусу. Сюда же добавляем примерно 70 мл воды. Все перемешиваем. Готовый омлет вынимаем из формы и даем ему остыть 2-3 минуты. На омлет выкладываем весь фарш и равномерно его распределяем. Омлет с фаршем аккуратно сворачиваем в рулет и перекладываем его обратно в форму для выпечки. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов, запекаем примерно 40-45 минут. Если во время выпечки рулет сильно запекается сверху, то накройте его пергаментной бумагой. Испеченному рулету даем полностью остыть и нарезаем на порционные куски. Сырный рулет с мясом получился нежным, вкусным и сочным. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Следующими приготовим бутерброды со шпротами. Это простое и очень вкусное блюдо. Хрустящий хлеб, пикантный соус, сочный помидор и ароматные шпроты. Такие бутерброды никого не оставят равнодушными. – 80 грамм сыра трем на мелкой терке. 2-3 помидора среднего размера нарезаем пластинками. Берем примерно 80 грамм майонеза и добавляем к нему 1 зубчик чеснока через пресс. Все перемешиваем. Складываем бутерброды. Ломтики батона смазываем подготовленным майонезом с чесноком.
На каждый кусочек выкладываем кружочки помидора. Если помидоры небольшие, то кладем по 2 кружочка. На помидоры кладем по 2 рыбки. Для 12 бутербродов понадобится 2 160-граммовые баночки шпротов. Сверху все посыпаем тертым сыром. Также на моем канале есть и другие варианты меню на день рождения. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Бутерброды перекладываем в форму для запекания или на противень. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 10-15 минут. Горячие бутерброды перекладываем на блюдо и украшаем зеленью. Я украсила небольшими веточками укропа. Подаем на стол. Бутерброды со шпротами получились очень вкусными, ароматными и красивыми. Они вкусные как в горячем, так и в холодном виде. Такое блюдо не раз выручит хозяйку, когда нужно приготовить что-то быстрое, сытное и вкусное. Из этого количества ингредиентов получается 12 бутербродов. Пятыми приготовим красивые канапе из овощей и сыра на праздничный стол. Готовятся они очень просто и легко, а на столе выглядит ярко и празднично. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим ингредиенты. Помидорчики черри примерно 150 грамм нарезаем половинками. Огурец разрезаем вдоль и нарезаем толстыми полукружочками. Всего понадобится 2 огурца среднего размера. «150 грамм моцареллы мини» разрезаем на половинки. Моцареллу можно заменить любым сыром и нарезать его кубиками. Складываем канапе. На шпажку надеваем черную маслину без косточки. Затем половину помидора. Половинку сыра и кусочек огурца. Так готовим все канапе. Делается это быстро и просто. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 20 канапе. Канапе из овощей и сыра на праздничный стол получились очень вкусными и красивыми. Такая незатейливая и оригинальная закуска обязательно придется по вкусу всем вашим гостям. Обязательно ее приготовьте. Шестыми приготовим овощные лепешки в духовке. Готовятся легко и отлично подходят для легкого перекуса. Сначала подготовим все ингредиенты. 100 грамм шпината шинкуем ножом. 1 луковицу нарезаем четверть кольцами. 1 сладкий перец нарезаем небольшими брусочками. 1 морковку трем на крупной терке. 4 картофелины среднего размера тоже трем на крупной терке. В миску насыпаем тертый картофель, шпинат, подготовленный перец, лук и морковь. Все перемешиваем. В отдельную миску разбиваем 4 яйца. Наливаем 4 столовых ложки молока, 4 столовых ложки растительного масла. Насыпаем примерно половину столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем венчиком. Сюда же насыпаем 4 столовых ложки муки с горкой и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем. Приготовленную заливку выливаем на овощи. Все перемешиваем. Полученную массу выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Распределяем по противню равномерным слоем. Противень ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем 20 минут. Пока запекаются овощи, 50 грамм сыра трем на крупной терке. Прошло 20 минут, лепешку вынимаем из духовки. Посыпаем тертым сыром. Сверху посыпаем кунжутом. Опять все ставим в духовку запекаться примерно на 15 минут. Ориентируйтесь по готовности блюда. Готовую лепешку достаем из духовки и нарезаем порционными кусками.
Овощная лепешка в духовке получилась очень вкусной и ароматной. Она вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Такую лепешку можно подавать как самостоятельное блюдо для перекуса. Готовится она просто и получается всегда. Сезон кабачков в самом разгаре, и для стола также приготовим закуску из кабачков в духовке. Готовится она очень просто и быстро. Берем 2 небольших кабачка общим весом примерно 800 грамм и нарезаем его брусочками. Для этого кабачок разрезаем поперек на 3 части. Каждую из частей разрезаем вдоль на 4 пластинки. Пластинки разрезаем опять на 4 части, и получаются вот такие брусочки. Так нарезаем все кабачки. Подготовленные кабачки перекладываем в миску. Немного их солим и перемешиваем, чтобы все кабачки равномерно просолились. В отдельной миске взбиваем яйца. На это количество ингредиентов понадобится 3 яйца, 80 грамм сыра трем на мелкой терке. В сухую миску насыпаем 150 грамм панировочных сухарей. Добавляем 1 чайную ложку итальянских или прованских трав, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки и 1 чайную ложку сухого чеснока. Также сюда добавляем тертый сыр. Все перемешиваем. В миску насыпаем часть кабачков и посыпаем их мукой. Всего понадобится 50 грамм муки. Панируем кабачки. Обваленные кусочки кабачков небольшими порциями кладем в взбитое яйцо и обмакиваем их со всех сторон. Затем эти брусочки перекладываем в панировку из сухарей с сыром и хорошо посыпаем их со всех сторон. Подготовленные брусочки кабачков выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Так панируем и выкладываем все кабачки. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 2 таких противня готовых кабачков. Подготовленные кабачки ставим в разогретую до 220 градусов духовку. Запекаем 10-15 минут. Пока запекаются кабачки, приготовим соус. Мелко режем небольшой пучок укропа. Берем 100 грамм майонеза, у меня домашний, и добавляем пол чайной ложки сушеного чеснока. И насыпаем свежий укроп. Перчим по вкусу. Все перемешиваем. Вместо сушеного чеснока можно взять 1-2 зубчика свежего. Чтобы соус был менее жирный, вместо майонеза можно использовать густой йогурт без добавок. Закуска из кабачков в духовке получилась очень вкусной и ароматной. Она отлично подходит даже тем, кто следит за своей фигурой. Готовится она несложно, а если готовить ее вдвоем, то за 15 минут будет все готово. 8-м приготовим салат с баклажанами. Он такой вкусный, что можно не заметить и съесть всю миску. Обязательно его приготовьте сейчас в сезон баклажанов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Берем примерно 600 грамм баклажан, хорошо моем и нарезаем кубиками среднего размера. Нарезанные баклажаны перекладываем в миску. Поливаем их 3-4 столовыми ложками растительного масла и хорошо перемешиваем. По желанию можно еще раз немного полить растительным маслом и перемешать. Подготовленные баклажаны выкладываем на хорошо разогретую сухую сковороду. Во время жарки масло добавлять уже не нужно. Обжариваем баклажаны на среднем огне до готовности. У меня сковорода большая, я обжариваю все сразу. Если использовать сковороду меньшего диаметра, то желательно обжарить баклажаны в 2 подхода. Пока готовятся баклажаны, готовим перец. 2 больших сладких перца моем и вырезаем семенную коробочку. Перец нарезаем кубиками. Всего мне понадобилось 700 грамм сладкого перца. Баклажаны уже готовы, снимаем их со сковороды. На разогретую сковороду с растительным маслом кладем подготовленные кусочки перца. Перец тоже обжариваем на среднем огне до готовности. Кусочки перца должны стать мягкими, но не потерять форму. Маринованные шампиньоны разрезаем пополам. Если грибы более крупные, то разрезаем на четвертинки. Также можно использовать жареные шампиньоны.
Пучок петрушки вместе с укропом измельчаем ножом. По желанию можно использовать отдельно петрушку или укроп. В миску кладем обжаренные баклажаны, перец, грибы и насыпаем зелень. Сюда же через пресс выдавливаем 2-3 зубчика чеснока. Салат солим по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с баклажанами получился очень вкусным, ароматным и красивым. Его можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Такой салат отлично подходит к любым блюдам и на праздничном столе тоже будет смотреться красиво. Из этого количества ингредиентов салата получается много. Девятым приготовим салат «Очаровательные крошки». Салат готовится быстро, буквально за 10-15 минут. Получается очень вкусным и нежирным. На столе такой салат смотрится красиво и празднично. Сначала подготовим ингредиенты. 300 грамм помидоров черри разрезаем пополам. 15 вареных перепелиных яиц тоже нарезаем половинками. Складываем салат. На большое плоское блюдо выкладываем часть помидоров черри, часть перепелиных яиц, половину черных маслин. Опять выкладываем помидоры и кладем яйца. Другие варианты быстрых салатов на праздничный стол смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Кладем 100 грамм мини-моцареллы. Выкладываем оставшиеся черные маслины. Черных маслин понадобится 1 300-граммовая баночка. Также на салат выкладываем листики свежей петрушки. Готовим заправку для салата. В мисочку насыпаем примерно пол чайной ложки соли. Добавляем черный молотый перец. 1 чайную ложку итальянских трав. Сюда же наливаем 3 столовых ложки растительного масла. Добавляем 1 чайную ложку горчицы зернами или обычной горчицы. И 1 чайную ложку меда. В заправку выдавливаем примерно 2 столовых ложки лимонного сока. Все перемешиваем до растворения соли и объединения всех ингредиентов. Приготовленной заправкой равномерно поливаем салат сверху. Поливаем ложкой, чтобы заправка попала на все овощи. Сверху салат посыпаем кунжутом. Салат готов, можно подавать на стол. Салат «Очаровательные крошки» получается очень вкусным и легким. Смотрится он на столе очень красиво и готовится буквально 15 минут. Салат можно приготовить с обычной моцареллой, нарезав ее кубиками. Помидоры черри тоже можно заменить большими, нарезав их на дольки. И точно так же заменяются перепелиные яйца на куриные. На горячее приготовим куриные шашлыки в духовке. Такие шашлычки получаются ароматными и очень вкусными. Готовить их очень просто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Куриное филе моем и нарезаем крупными кусками. У меня 3 куриных филе общим весом 750 грамм. Нарезанное мясо кладем в миску. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. И перчим по вкусу. Сюда же наливаем 100 мл кефира. Все хорошо перемешиваем. Также к мясу можно добавить и другие приправы на свой вкус. Миску накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться на столе примерно на 1-2 часа. Также можно замариновать мясо, поставив его в холодильник на ночь. Мясо замариновалось, подготовим остальные ингредиенты для шашлыка. 1 сладкий перец нарезаем большими прямоугольными кусочками. 2 средних кисло-сладких яблока нарезаем на четвертинки и вырезаем серединку. Четвертинку яблока разрезаем поперек, а затем нарезаем толстыми пластинками. На длинную бамбуковую шпажку надеваем кусочек маринованного мяса. Затем нанизываем сладкий перец и кусочек яблока. Опять нанизываем мясо и яблоко. Так нанизываем все шпажки, пока не закончатся ингредиенты. Также между мясом можно положить кусочки помидоров. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 8 шашлыков.
Форму, в которой будем запекать шашлыки, смазываем сливочным маслом. В подготовленную форму выкладываем шпажки с шашлыками. Еще больше разных рецептов с куриным филе смотрите на моем канале по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Все ставим в разогретую духовку до 200 градусов. Запекаем примерно 35 минут. Куриные шашлыки в духовке получились очень вкусными и ароматными. Мясо получается нежное и мягкое, а особый вкус мясу придают яблоко и перец. Обязательно приготовьте такие шашлыки, тем более готовятся они очень просто. Если вам понравилось такое меню на день рождения, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.